В середине августа из аэропорта Домодедово спецрейсом в Салехард летят 7 контейнеров с надписью «Обский заповедник». 7, потому что незадолго до вылета один из птенцов поранился о решетку вольера, и его оставили в питомнике. С журавлями в путь отправляются сотрудники заповедника во главе с его директором Юрием Маркиным, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы и пилот дельталета. Началась экспедиционная часть проекта. В Салехарде контейнеры с журавлями перегружают в вертолет. Он доставит экспедицию в заброшенный поселок Кушеват, где будет разбит лагерь. Вертолет летит над Обью, широко раскинувшейся в своих низовьях. Это родина западносибирских стерхов. В Кушевате вертолет встречает начальник экспедиции, координатор национальных программ по сохранению стерхов Александр Сорокин. Еще в 70-е годы он начал заниматься изучением сибирских журавлей в группе известного советского орнитолога Владимира Флинта. Север встретил экспедицию свинцовыми тучами и пронизывающим ветром, под которым пришлось устанавливать походный вольер в Бастершат. Место было выбрано учеными несколько лет назад, потому что недалеко отсюда, в 50 километрах, были замечены дикие стерхи. Это редчайшие кадры, ведь на всю Западную Сибирь осталось только 20 птиц. Пара стерхов высиживает птенца. Что-то волшебное есть в наблюдении за дикими стерхами, за тем, как они сменяют друг друга на гнезде, за проявлением каких-то неведомых нам чувств, которые их связывают. Однажды на свет появляется птенец. Родители не сводят с него глаз. Они даже не улетают в поисках пищи, благо ее всегда можно найти рядом. Защищать птенца тут есть от кого. Настырная ворона не упустит своего случая. Стерхи внимательно наблюдают за ней, но гонять не пытаются. Очевидно, гораздо больше их беспокоят другие соседи. Группа лебедей у кромки леса. Самец очень недоволен появлением чужака вблизи гнезда. Но и лебедь не спешит отступать. Между двумя изящными белыми созданиями назревает драка. Стершата приходят в себя после нескольких часов, проведенных в ящиках. А у людей, пока на костре готовится ужин,
Тем, кто оказался здесь впервые, рассказывают об истории этого поселка. Кушеват – одно из первых поселений русских в низовье Хаби, основанное еще в конце XVI века. Некогда здесь был богатый речной порт, стояла церковь, торговали пушниной купцы. Со временем на Оби выросли другие поселки, и жизнь в Кушевате угасла. Последние жители уехали отсюда в 70-е годы прошлого века. Сейчас только рыбаки и охотники посещают эти места. От прошлой жизни остались покосившиеся дома да зарастающее кладбище. В поселке жили русские и ханты. Кладбище хантов можно узнать по захоронениям в виде ящиков, куда клали покойников. В верованиях многих сибирских народов стерх был священным животным. Манси даже поклонялись ему как божеству. Благодаря такому статусу белые журавли у местных народов не были объектом охоты. Но промышленное освоение севера поставило стерхов на грань существования. Вместе с тем количество небольших поселений в Сибири уменьшается. Может, в этом есть шанс для журавлей. И отсюда, из Кушевата, начнет свое возрождение западносибирская популяция стерхов. Следующий день напомнил, что все же на дворе лето. Стершата вышли знакомиться с новым местом. Многое здесь отличается от тех краев, где они выросли. Другой лес, не такая густая растительность. Здесь живут существа, которых они не знают. Даже почвы здесь какие-то другие, более тяжелые и вязкие. И многие птенцы долго не могли отделаться от комьев грязи, налипавших на их клювы. Но это их земля, которую они должны полюбить такой, какая она есть, и вернуться сюда после зимовки. Все же в дороге из заповедника сюда они перенесли стресс. Многому им пришлось учиться заново. Особенно это стало заметно по полетам с мотодельтапланом. Неохотно птенцы поднимались в воздух. Возможно, эта их неуверенность стала причиной несчастного случая. Один из стершат погиб, попав клювом в винт машины. Это был самый тяжелый момент экспедиции. Но долго горевать времени не было. Полеты продолжились. С каждой тренировкой оставшиеся 6 стершат наверстывали упущенное. Желтая. Смотрите. Ну, это Лена. Это Лена. Каждый полет фиксировался на камеру и обсуждался учеными. Осень неумолимо вступает в свои права. После одного утреннего заморозка пожелтели деревья.
Поздние шмели еще собирают свою последнюю жатву с оставшихся цветов, но птиц уже не слышно. В лесу стало тихо и пусто. Какие-то из птиц останутся на севере, какие-то уже собираются в стаи, чтобы отправиться на юг. В это время начинают свой перелет и дикие стерхи. Длина их пути до 5000 километров, самая большая среди всех видов журавлей. Маршрут, разработанный учеными, меньше, но все равно пора и экспедиции покидать Кушеват. Незадолго до отправления журавлятам меняют кольца, старые, временные, поставленные еще в Окском заповеднике, на более прочные, те, с которыми их будут отпускать в дикую природу. Программа обучения стершат с помощью мотодельтаплана предполагает их полет по пути миграции. Но на данном этапе развития проекта проделать весь путь на крыльях невозможно. Причин тому несколько, но все их можно описать одним словом – Сибирь. Здесь нет дорог, по которым можно в любое место подвезти топливо для машины. Нет площадок для посадки. Останавливаться же стершатам нужно каждые 20 километров. Дельтаплан можно посадить на воду, а вот журавли этого не умеют, не водоплавающие они. Поэтому часть пути по Оби и Иртышу журавлята проделали на палубе корабля. Время от времени ученые делали по дороге остановки для полетов. Цель экспедиции – юг Тюменской области. Расстояние около 1200 километров. Здесь еще убирают хлеб. Земли юга Сибири чрезвычайно плодородны. Тайга осталась на севере, а это край небольших увалов, поросших березовыми рощицами, колками и распаханных степей между ними. Самые низкие места заполнены солоноватыми озерами, заросшими густым тростником. Недалеко граница с Казахстаном. Дальше сухие степи и пустыни Средней Азии. Перелетные птицы останавливаются на озерах, чтобы набраться сил перед броском через аридные территории. Здесь можно встретить много разных видов птиц, но основную численность составляют серые журавли. Их сюда прилетает несколько тысяч. Для охраны птичьих угодий был создан Белозерский заказник. Сюда прибыла экспедиция со стерхами. Для орнитологов скопление серых журавлей – возможность решить несколько задач. Дальше начинаются территории других государств. Поэтому стершат попытаются здесь присоединить к стае диких журавлей, чтобы они вместе отправились на зимовку. К тому же серые зимуют в Узбекистане,
Они не пролетают Афганистан и Пакистан, где на журавлей охотятся. Ученые рассчитывают, что истерхи выберут этот более короткий и безопасный путь миграции. Но как присоединить стершат к стае диких птиц? Потому что вы пока дойдете, пока протащите. Серые журавли остановились на острове, посреди небольшого озера. Однако там они только ночуют. Как только светает, журавли отправляются на хлебные поля. Перед тем, как снова отправиться в путь, птицы должны набраться сил. Но каково же приходится местным фермерам, чьи поля становятся кормовой базой для многотысячных полчищ? Расставленные по краю поля пугало — лишь слабые попытки сохранить урожай. Разве что приближение комбайнов заставляет журавлей несколько сменить место дислокации. Пока журавли хозяйничают на фермерских полях, ученые решают переправить на остров стершат. Но сделать это нужно до возвращения серых, иначе, увидев людей, они просто улетят. Вначале предполагалось перевозить журавлей на лодке. Несколько лет назад был вырыт канал, который позволяет выплывать к озеру, минуя тростники и мель. Но вода ушла. Между каналом и озером образовалась широкая полоса труднопроходимого ила. Переносить птенцов по такой трясине займет слишком много времени. На берегу состоялось короткое, но бурное совещание с участием инспекторов-заказника. Михаил Александрович, 3 загрузишь, еще раз вернешься. Ты хоть как за один раз не шуми, куда ты в байдарку? не шуми. Там журавли все сидят впереди, чтобы они... Вот сейчас три подряд масла не ставить, а потом еще раз. В результате решено было переправить журавлей самым естественным для них способом – на их собственных крыльях, вслед за дельталетом. Но плыть на остров все равно нужно, чтобы установить временный вольер и посмотреть, есть ли там площадка для посадки машины. До острова не очень далеко, но, очевидно, прибрежные мели затрудняют движение, а уже вечереет. Вот-вот могут прилететь серые журавли. Лодка, наконец, вернулась. Площадка для приземления на острове есть. Дальше все начало происходить быстро. Подготовили дельтаплан, выпустили стершат. Хорошо, что они все вместе, все же тренировки в пути не прошли даром, поднялись в воздух и отправились за машиной. Это их последний полет вслед за дельталетом. Чтобы они не увязались за дельталетом обратно, на острове их закроют на ночь в вольере. Вечером ученые с нетерпением ждут,
когда серые журавли вернутся с полей. Конечно, птицы заметят вольеру, но главное, чтобы они не улетели. Как только солнце стало садиться, серые потянулись с полей. Подлетев к острову, они сразу же увидели вольеру. Незнакомый предмет вызвал их беспокойство. Но все-таки они приземлились на острове, пусть и несколько дальше, чем обычно. Это уже успех. Сейчас главное беспокойство вызывает то, что серые могут сняться и продолжить свой путь в любой момент. Наши птенцы просто не успеют освоиться в стае. На следующий день, после отлета серых на поля, ученые снова отправились на остров. Теперь уже, чтобы окончательно выпустить стершат. Вот он, Журавлиный остров. Напоследок у каждого птенца измеряют вес, длину крыла, клюва. За 4 месяца жизни у людей стершата практически достигли размера взрослых стерхов. Вес 5-6 килограммов. Рост около 140 сантиметров. Размах крыльев более 2 метров. Все. Теперь стерхи полностью свободны. С невозмутимой важностью они шагают по новому для них берегу. А люди в это время снимают уже ненужные им халаты, как маскарадные костюмы. Родители стерхов превращаются в их главных врагов – людей. Орнитологи отгоняют своих подопечных в мир, где им нужно забыть о белых халатах, руках людей и шуме мотора. Им самим предстоит совершить самое важное – стать дикими птицами и продолжить род стерхов Западной Сибири.